16 марта 2022 года Джонни Депп был замечен на парковке в Лос-Анджелесе со своей командой адвокатов. Наверное, давно не секрет, что поскольку его иск о клевете против бывшей жены на стадии начала разбирательства от 11 апреля этого года, ситуация в стане ответчицы все более накаляется. Во-первых, жмите подписку и колокольчик, наберем в благодарность автору 50 тысяч подписчиков. Во-вторых, смотрите это видео через VPN, если смотрите его с территорий, где монетизация. Это важно, потому что канал жил с рекламой, которой теперь нет, и возможно его дальнейшее закрытие в связи с этим. И в-третьих, обязательно ставьте лайк и оставляйте комментарий. Привет, друзья! Вы смотрите файл Джонни Деппа. Хочу сразу показать потрясающую работу подписчика под ником Expelliarmus202. Уверен, что это то, что я хотел видеть на плакате третьего фильма «Фантастических тварей». Здорово, согласитесь? Автору арта браво, а мы продолжаем. Итак, напоминаю обо всем по порядку. Иск Джонни Великобритании о клевете против The Sun закончился в пользу желтой газеты. Мистер Депп не отказывается от борьбы за восстановление своего имени в глазах всего мира и продолжает сражение теперь на территории Соединенных Штатов. Джонни подал иск о клевете на $50 миллионов против бывшей в штате Вирджиния, потому что в 2018 году актриса Зомбиленда написала статью в The Washington Post о своем опыте жестокого обращения, между строк указав на мужа. Джонни Депп утверждает, что статья стоила ему роли в продолжении «Пиратов Карибского моря». Хёрд в истерике подала встречный иск к Деппу на $100 миллионов, якобы она тоже потеряла работу после иска Деппа к ней. Так как близится судебное разбирательство в начале апреля, Джонни Депп был замечен со своими адвокатами Бенджамином Чу и Камилой Васкес. Джонни теперь все чаще будет встречаться со своей командой, потому что до начала судебных слушаний, которые продлятся с 11 апреля по 27 мая 2022 года, остается совсем немного. Джонни, видимо, планировал свою стратегию для судебного разбирательства по делу о клевете против бывшей жены. Депп был одет в светло-коричневый льняной костюм-тройку с серой рубашкой, коричневыми туфлями и в синей кепке, а также в солнцезащитных очках-авиаторах. Его видели подъезжающим к офисному зданию около 10 часов утра, и, по-видимому, он оставался там около 7 часов, прежде чем уйти. В ноябре 2021 года актер одержал юридическую победу после того, как судья Пенни Аскарате, наблюдающая за его иском, согласилась с его командой, что им следует разрешить проверить мобильный телефон Хёрд, а также все ее гаджеты и облачные хранилища на предмет нахождения там фотографий или других улик по делу. Команда мистера Деппа надеялась изучить гаджеты Хёрд, чтобы определить, можно ли было подделать изображение ее избитого лица после того, как она заявила, что Депп бросил свой iPhone ей в лицо в 2016 году в приступе гнева, поскольку их брак продолжал ухудшаться. Господин Депп утверждает, что госпожа Хёрд полностью выдумала свои заявления о жестоком обращении и что ее предполагаемые доказательства были инсценированы, изменены или иным образом сфальсифицированы, сказал Чу в то время в судебном иске. Эксперт Джонни Деппа уже определил, что по крайней мере некоторые из фотографий мисс Хёрд были обработаны программой редактирования фотографий. 35-летняя Хёрд утверждала в своей статье в The Washington Post, что она пережила домашнее насилие, и многие читатели интерпретировали статью как рассказ о Деппе, хотя его имя не упоминалось. «Я стала публичной фигурой, представляющей домашнее насилие, и я ощутила всю силу гнева нашей культуры на женщин, которые высказываются», написала актриса. Всего через несколько дней после публикации Депп заявил, что ему не досталась главная роль капитана Джека Воробья в сиквеле «Пиратов Карибского моря», хотя он ранее играл главную роль в каждом фильме пиратской серии. В настоящее время иск о клевете должен быть передан в суд в апреле. Из зала суда будет прямая трансляция с возможной трансляцией на этом канале. Так что, чтобы не пропустить все самое свежее и горячее, подпишитесь на файлы Джонни Деппа и нажмите на уведомления. Краткие факты. Джонни Депп подал в суд на бывшую жену Эмбер Хёрд в Вирджинии из-за статьи в The Washington Post 2018 года, в которой она написала о пережитом домашнем насилии, хотя Депп не был упомянут в статье по имени. Затем Хёрд подала встречный иск на своего бывшего мужа в 2020 из-за утверждений о том, что он руководил кампанией, направленной на то, чтобы попытаться уволить ее из франшизы Аквамен и лишить работы. Илону Маску и актеру Джеймсу Франко вручили повестки в суд по иску о
о клевете, возбужденном Джонни Деппом. Депп, который ранее обвинял Хёрд в том, что она переспала с Франко в 2015 году, во время съемок их фильма «Адderолловые дневники», пытался выяснить, видел ли Франко какие-либо из предполагаемых синяков, которые якобы получила Хёрд. Он и актриса были замечены вместе на кадрах с камер наблюдения в лифте пентхаусов Джонни Деппа в мае 2016 года, всего через день после того, как она заявила, что Депп поставил ей синяк под глазом. В иске Деппа утверждается, что он стал жертвой тщательно продуманного розыгрыша, спровоцированного его бывшей женой, чтобы вызвать к себе положительное расположение и помочь ее карьерному росту. В декабре судья постановил, что Депп может допросить Джеймса Франко о том, видел ли он предполагаемые травмы на лице Хёрд. Постскриптум. Хёрд не является жертвой домашнего насилия, она преступник, говорится в иске Джонни Деппа. Она била и пинала меня, она также неоднократно и часто бросала мне в голову и тело предметы, в том числе тяжелые бутылки, банки из-под газировки, горящие свечи, телевизионные пульты дистанционного управления и банки из-под разбавителя краски, которые серьезно меня ранили, говорится в заявлении. Хёрд нанесла ответный удар 300-страничной заявкой с описанием ужасных в кавычках заявлений о насилии, в которых она называет Деппа монстром. Документ включает изображение ее предполагаемых шрамов и синяков, а также фотографию пряди волос, которая, как она утверждает, была вырвана из ее головы, а также фотография разрушенной мебели. В заявлении Деппа, которое было получено Page Six, звезда Эдварда Руки-ножницы сказал: «Я категорически отрицал обвинения госпожи Хёрд с тех пор, как она впервые сделала их в мае 2016 когда она пришла в суд, чтобы получить временный запретительный судебный приказ с нарисованными синяками, которых, как показывают кадры видеонаблюдения и свидетели, у нее не было ни в один из дней, последующие после ссоры недели. Я буду продолжать отрицать обвинения до конца своей жизни. Я никогда не оскорблял мисс Хёрд или любую другую женщину». В отместку Хёрд предъявляет Деппу встречный иск на $100 миллионов, утверждая, что он пытался разрушить ее карьеру. Они познакомились в 2011 году на съемках фильма «Ромовый дневник» и поженились в феврале 2015 года. Оглядываясь назад, это было огромной ошибкой, которая принесла американскому актеру массу проблем на карьерном и личном поприще. Отмечу, что Джонни Депп в 2019 году подал в суд Великобритании на газету The Sun за клевету после того, как в 2018 году была опубликована статья, в которой Джонни Деппа назвали избивателем жены. Подкупленный судья Высокого суда Англии и Уэльса Эндрю Никол постановил, что утверждение газеты по существу верно и обязал актера выплатить $861 тысячу судебных издержек. Впоследствии мистер Депп пытался обжаловать это решение, но в марте 2021 года ему было отказано. После вынесения решения Деппа выдворили из спин-оффа франшизы о Гарри Поттере, где его заменил Мадс Миккельсен в роли главного злодея. Союз Джонни Деппа и его теперь бывшей жены оказался недолгим, но трудным и зловещим. Джонни неоднократно был вовлечен в ссоры с Хёрд, от которых уходил. Он не велся на провокации жены, отчего Хёрд называла его ребенком, жалким стариком и обвинила в том, что он не борется за их любовь. В мае 2016 она подала на развод. В январе 2017 их окончательно развели. Посмотрите подробный плейлист с видео на тему Джонни Депп против Эмбер Хёрд по ссылке в конце этого ролика. Оставайтесь с файлами Джонни Деппа. С вами, как всегда, был Владимир. Берегите себя. Пока-пока.